Исчезнет грусть в день, когда наступит праздник. Всем привет! Начинается наше путешествие в Амстердам. Встали рано утром, едем на машине до аэропорта Лондон-Лютон, оставляем машину и летим в Амстердам. Встретимся там. Голову, глаза, спину сменит панцирь, я уйду в отрыв. В городе свободы абсолютный легалайз. По ночам нам не нужен отель, на чемоданах 3 года в ожидании приключений, но откладывал, решался, и я верил, он ждет меня по дороге в Амстер. Люди, как я к нам. Пасмурно и уныло. Ничем не отличается от Англии. Ну что, приключения начинаются. Амстердам. Жизнь свою поменял, посмотрите, кем я стал. По дороге в Амстер, по дороге в Амстер. Очень красивый аэропорт. Сразу чувствуется такая атмосфера приятная, еще и Рождество. Классно. Как удобно, далеко идти не надо было. Сразу нашли автомат, где можно было купить билетики на поезд. И на двоих обошлось 8 с чем-то фунтов, евро. В общем, да, удобно, быстро, ничего искать не надо. Сразу пойдем на поезд и все. Только что заселились в наш номер. Приехали очень быстро, где-то за минут, даже меньше, чем 10 минут. Поезд такой скоростной, быстрый. Пришлось немножко прогуляться, но приятно после такого тяжелого дня, когда весь день сидишь, прогуляться. Вот, собственно говоря, наш номер. Ничего особенного. Уютненько, чистенько, отель большой. В общем, цена, качество, локация, все отлично. Жалоб нет. Такие вот узенькие коридоры. И тут вот так страшно. Страшно вообще, первый раз вижу такую гостиницу. Доброе утро всем! Вот мы встали рано утром, чтобы прогуляться, сходить в Вонделла парк. И у меня забронированы билеты в музей Ван Гога. Поэтому сегодня обещает быть насыщенный день. Погода очень радует. Не обещают дождя, что очень-очень радует, потому что это ноябрь, как ни крути, осень. Только что зашли в парк Вонделла. Впечатляет его размеры, он очень большой, и он считается самым большим парком в городе. Также здесь отдыхают невероятно огромное количество людей круглогодно, то есть здесь нет сезонов, летом, зимой, неважно, здесь все приходят отдохнуть от городской суеты. Очень много велосипедистов, приятная природа, даже воздух другой. И еще раз очень радует то, что погода так нас хорошо встречает, светит солнышко, тепло.
Там для нас репортаж снимают. Ну, вы понимаете всю серьезность наших видео, да? Музей Ван Гога – одна из главных достопримечательностей Амстердама. Это художественный музей в Амстердаме, хранящий самую крупную в мире коллекцию картин и рисунков Винсента Ван Гога и его современников. В течение года музей принимает более 1,5 миллиона посетителей. Коллекция Ван Гога в Нидерландах состоит из 200 картин, 400 рисунков и 700 писем художника. Основная коллекция рассказывает о жизни и творчестве Винсента Ван Гога. «Едоки картофеля» — это первая картина, созданная художником, когда он начал проявлять свою художественную манеру. В своем письме брату Тео художник писал следующее. «Я старался подчеркнуть, что эти люди, поедающие свой картофель при свете лампы, теми же руками, которые они протягивают к блюду, копали землю. Таким образом, полотно говорит о тяжелом труде и о том, что персонажи честно заработали свою еду». Мы только что вышли из музея Ван Гога. Не знаю даже, как описать чувство, так как я небольшой знаток в искусстве и вообще впервые в жизни, можно так сказать, даже пошла в музей такого большого человека. Там очень много картин, ходить надо много, смотреть много, освещение разное, каким-то картинам требуется более темное освещение, поэтому особо поснимать, может, и не вышло. Раз в жизни стоит сходить, поинтересоваться каким-то искусством, музеем. Мне понравилось. Хотя бы для галочки я там побыл, увидел, кто это такой, что-то такое. Что для меня этого достаточно. А я считаю, что интересоваться искусством никогда не поздно начать. Не поздно, но это если интересно. Все эти улицы с каналами так похожи, идешь, кажется, ты тут уже был. Амстердам – столица Нидерландов. Этот город удивителен. Сложился такой стереотип, что здесь должны встречать кучу запрещенных веществ. Из красных окон должны махать слегка одетые женщины, а по улицам гулять фрики и чудаки со всей Европы. Одним словом, разврат. Но это совсем не так. Конечно, тот, кто ищет, всегда находит то, что ищет. И Амстердам, он очень разный, и он всегда твой. Каждый человек здесь найдет что-то по душе. Доброе утро. Вот второй день в Амстердаме. Сегодня у нас запланирован поход в музей Дом Анны Франк. И позже мы прогуляемся по центру, посмотрим на Королевский дворец. В общем, исследуем центр Амстердама. Думаю, будет интересно. Погода, к сожалению, сегодня не такая, как была вчера, но главное, что нет дождя. Это все, о чем я молю. Мы решили сегодня пешком не идти. Нашли трамвай, который едет до Central Station. 8 евро один билет, one day ticket. Выгодно, хорошо, не надо зато идти такой большой кусок. И не так сложно, можно внутри в трамвае купить, карточкой платить надо. Мы находимся в центре Амстердама.
Все такое просторное, большое, очень красиво, впечатляет. И на фоне находится Королевский дворец Нидерландов. А вот это традиция всех больших городов – голуби. Довольно-таки живо, здесь много людей, но голубей даже больше, чем в Венеции мы видели или в Милане. Вообще красивый центр. Еще то, что Рождество, все это красиво украшено, какие-то огоньки горят, какие-то маленькие киоски, где продают всякие вкусняшки. Прикольно. Конечно, рай для тех, кто приехал делать шопинг. Очень большое количество магазинов, красивые улочки с магазинами. Не просто приятно сделать шопинг, но и просто погулять. Классно, столько магазинов. Очень много сувенирных магазинчиков, где можно купить как и смешные сувенирчики, как и красивые. На любой вкус. Немножко погуляли, замерзли, купили чуть-чуть сувенирчиков. Теперь идем в дом-музей Анны Франк. Дом-музей Анны Франк. Анна – маленькая еврейская девочка, которая скрывалась во времена Второй мировой войны от фашистов именно в этом доме. Продолжительное время. Вместе с ней в этом убежище жило еще 7 человек. Анна вела дневник, в котором записывала происходящее в ее жизни, начиная с того момента, когда попала в этот дом. В 1942 году евреи, жившие в Голландии, получали повестки, по которым им следовало явиться на работы в исправительные лагеря. Семья Франк не сделали это. Вся семья переехала в офис, где работал отец, и они скрывались там 2 года. К сожалению, 4 августа 1944 года нацистские власти получили донос. Вся семья была сослана в концлагеря, хотя у этой истории мог быть совсем другой конец. Музей функционирует с 1960 года. Экспозиция музея рассказывает о жизни Анны, а также о других обитателях убежища. Здесь находятся различные материалы о фашизме и о Холокосте. Конечно же, самое главное, это можно увидеть в экспозиции музея оригинал того самого дневника Анны Франк. Вышли из музея Анны Франк. Действительно интересно. Очень печально читать и наблюдать за тем, какие мысли могли быть у девочки, которой только 14-15 лет. Опять-таки сердце сжимается, и мы должны благодарить все то, что у нас есть. Мы можем себе не отказывать ни в чем, где мы можем свободно ходить, дышать, кушать, играть и проводить счастливое детство. Очень жаль тех 6 миллионов евреев, которые погибли во Второй мировой войне. Какие тяжелые времена тогда были, даже не представить, как тяжело тогда было. Но нужно ходить в такие места, нужно посещать и вспоминать, и говорить об этом, и читать, потому что мы должны быть реально благодарны тому, что мы живем под открытым небом и можем спокойно ходить и наслаждаться миром без войны. Поедем сейчас в центр, чтобы погулять по вечернему Амстердаму. Я не понимаю, зачем им в такую погоду столики на улице? И свечки горят, и все готово для того, чтобы сесть и просто поужинать. Но холодно ведь на улице. Только что ходили, искали, исследовали
улицу Красных Фонарей. Точнее, тут он такой, как район. Разные узкие улочки, где витрины и должны стоять женщины. Мы увидели только пару. Я, конечно, не знаю, чего мы ожидали вообще увидеть там. Просто хотели посмотреть что-то вау, там, не знаю, много людей. Находимся в райончике Лейцеплей, даже не знаю, как выговорить. В общем, это такой райончик, где кипит ночная жизнь. Тут много ресторанов, клубов, баров. Также здесь находится самый знаменитый кофешоп «Бульдог», который находится в бывшем полицейском участке. И мы нашли такой ресторанчик «De Molenbeek», даже не знаю, как его выговорить. Голландская кухня. Идем пробовать национальную кухню Голландии. Мой национальный супчик с сосисками и горохом. Такое вот мяско тут подается с хлебушком. Или что это такое? Мой дач сприц. И вот национальное голландское блюдо рыбка. Сырая рыбка с лучком. Засоленная она, скорее всего, да? Ну, пробуй. Водочка. Селедка. Селедка? Лучку. Как ароматненько. Тарелки пустые. Это было замечательно. Очень вкусно. Все так по-нашему, по-русски. Мяса много. Гороховый суп вообще. Это просто так давно его не ела. Так вкусно. Селедочка. Только не хватает водочки, да? Мой любимый сыр. Козий сыр. Мягкий, вкусный. А нелюбимый с плесенью.